Появился Висмар на радаре, на знаках впервые. 31 километр до Висмара. Уга! Прикольно. Интересно, здесь море подходит прямо к берегу. И на той стороне опять деревья. Это какой-то залив или что, как будто вот здесь вот рукой подать. Там парусники плавают. Ветер сумасшедший в этом месте. Начинаю потихоньку уставать. Уже, наверное, проехал 80. Но последние 20 километров я еду против ветра. И это уже начинает нервировать. К сожалению, я еду все время вдоль моря. Прямо вот оно, вот. Но красивых видов не вижу, потому что это прямо еще вот тут вот полкилометра и все время что-то заграждает, перегораживает вид. Хотя постепенно начинают нервировать велосипедисты престарелые, которые едут и тебе звонят сзади. Хотя тут еще самосвал рядом поместится, но они предусмотрительно звонят. Но так как я шмыркаюсь налево и направо, то правильно делают. Потому что я могу ненароком и на кого-то это сделать. Вон такие ветряки стоят. Я только надеюсь, что там будет какие-то хорошие виды. 4 километра. Было 30. Я 6 километров всего проехал. Капец. Вот какая разница ехать без ветра, по ветру и против ветра. И все эти комментаторы в YouTube, они вообще без понятия, что это такое ехать. Так. Что там? Аккумулятор уже сел, получается, или что у камеры? Непонятно. Так, по-моему, должны сейчас открыться какие-то интересные виды вот в конце этой дороги. Вон там море, ну энтузиазм уже такой поменьше, уже меньше этих возгласов. Как хорошо, как прекрасно. И я вам скажу, повторюсь еще раз, потому что ветрено в Фердам Шайсе. Из-за Ростоком, уже туда дальше за Кюльсборном, в сторону, ближе к Висмару, холмистая местность. Вот это вверх-вниз, против ветра. 6 километров я ехал час. А это шведы. Энтузиазма поубавляется уже. Домишки вот прямо у моря, все с соломенными крышами, беленькие. Прикольно, свеженькие, походу. Вот это чистый регион, действительно. Вот это круто. Велосипедная дорожка, все пострижено, аккуратно. Море с видом на море. Я представляю, сколько эти дома стоят с видом на море. Да. Вот такие красавчики периодически встречаются. Штрёмкендорф. Короче, Штро это солома, Дорф это деревня, Штрёмкендорф. Короче, не знаю, что это. Великолепно, милота, проехал я километров 80. А именно, сейчас посмотрим. Ах, нет, не буду. Альзо, 83 километра проехал и осталось еще 20. Что-то как-то многовато. Ах, Алёхин, я снимаю на камеру, прикиньте. И 20 километров. Ну окей, погнали. Эти 30 километров так тяжело даются. 10 километров еду уже 2 часа. Уже 11:30. Охренеть, я в 6 выехал. И еще 20 километров. Что еще на час минимум. Это минимум на час. А это Швеция будет не 6 часов, а 7 часов 100 километров. Ну надо понимать, я езжу не по трассе. Вот как вот все бреветы ездят. Просто по дороге, по обочине.
начал сопли по голове размазывать. Скорость снизилась до 5 км в час. Я взбираюсь на эти холмы. Ветер сумасшедший. Я уже голову, по-моему, надуло. Виды прекрасные, но уже нифига не впечатляют. Я только что имел неосторожность съесть яблоко на ходу прямо. И оно у меня сейчас стало где-то поперек горла. Виды все еще шикарные, но уже когда устаешь, они уже не кажутся такими. Точнее, они все еще шикарные, но мне уже все равно. Дебильные сопли просто. Я еду, и когда ветер поднимается, я начинаю бежать сопли. И это бесит и раздражает. Гром и молния, смотрите, какая бухта прям. Бесшисленный винт. Знаки очень странные, велосипедные. Сколько ни едь, всегда остается 20 километров до Висмара. Опять стоял знак 20 километров до Висмара. Ничего, что я уже 5 километров с прошлого знака такого проехал. Походу нет. Ну, я так подозреваю, что здесь вообще, наверное, нету без ветра. Потому что здесь какое-то место такое классное, ветреное. И походу здесь ветер круглый год, друзья. Готов поспорить, что на обратном пути он тоже будет в лицо. Блин, здесь красивый вид. Такие березки вдоль дороги, аккуратные. И залив такой, море так подходит, прямо красиво. Поля, на Рюгене тоже виды такие красивые, прямо открыточные. Ах, камера ни черта не передает, поэтому давайте лучше будет у вас говорящая голова в кадре все время. Все равно ни черта там не увидите. По дороге перерыли дорогу. Вон там с левой стороны можно было, или? Я такой в наглую. Я решил это все объехать там, вот там, вот там, вот. И потом понял, что тут надо еще километров 10 это все объезжать, вернулся. И как раз люди какие-то прямо через эту стройку на велосипедах. И я пристроился за ними. Экскаватор прямо остановил свою работу. И они такие на нас все смотрят, это что за дела. Я такой морду кирпичом к этим людям примазался. И прошел там вот пешочком между этими экскаваторами. Передам ты шайся. Это одна улица, которая ведет, старая какая-то техника. Старая техника пассивная, это, сельскохозяйственная. Вот, да, еду. Все еще 20 километров наверняка до Висмара. Я сейчас вот прямо и жду такой вот очередной знак с 20 километрами до Висмара, чтобы посмеяться от души, как говорится. Смотрите, какая красивая мельница, блин. Вау. Классно. Люди вон поехали ее фотографировать наверняка. Офигеть, они ее реставрировали. Она прямо сверкает. Класс. Да. Такая прямо там сделана не просто лопастя, а там лопастя состоят из маленьких лопастей. Ничего себе. Которыми они, наверное, управлять могли. Соответственно, и скоростью вращения. Классно, классно. Надо бы сфотографировать, но мне лень. Я поехал вон обратно на велодорожку, а то я тут рассекаю посреди дороги. Так, ну лошадок я должен по-любому снять. Извините, конечно, вон они там, тут, и вот здесь. Пожалуйста. И-го-го! И-го-го! Тут стало меньше ветра, и я немного пришел в себя опять. Алёхин, лошадки,
Лошадки, медвежонок, ежик. Не проезжаем мимо, снимаем, фотографируем. Чувак, смотри на лошадок, они интереснее. А? Спрашивайте на меня, почему я такой нервный? Почему я ругаюсь в своих видео? Потому что, блядь, гребаный ветер, гребаный. Это же невозможно! Я уже вижу в бинокль, свой пиратский бинокль, гром и молния, я вижу Висмар, вон он вдалеке, но я не могу до него доехать, потому что здесь стоит стена из ветра, друзья. И это не просто какой-то ветерок, это шквальный морской чертов ветер. Но старого пирата Алекса Титанова так просто не возьмешь. Он, сука, все равно доедет до этого гребаного Висмара. Чего бы ему это не стоило. Он будет карабкаться по этому ветру. Один хер доедет до Висмара, друзья. Не знаю, когда я потом домой приеду, наверное, ночью просто, ночью. Единственная у меня надежда, что в обратную сторону ветер будет в спину. Но это вряд ли. Так что 1000 чертей, гром и молния. Вон он, Висмар, вон он. Сколько до него еще километров? 100, 500, 1000. Хер его знает. Но я все равно туда доеду. И даже, может быть, съем булку с рыбой чертову. Находится просто на каком-то Эвересте. Честное слово, я всегда еду в гору и всегда против ветра. Последние 30 километров я еду в гору и против ветра. Скорость километров 5 в час от силы. Это Эверест, ребята. Я его узнал, но я люблю Эверест. Я люблю горы. И меня так просто не возьмешь на это вот Мякинина. Помните, у них кто на Мякише? Я туда все равно доеду. Сейчас, подождите, сейчас. Заберусь на очередной холм и доеду. Яблоки, сливы растут. За сливы не скажу, но яблоки вот здесь под Висмаром. Вся улица в этих яблоках. Приезжай. Эверест, Висмар, Ханзаштадт, Висмар, чертов Висмар. Здравствуй. Алло, алло, я на горе, на самом верху. Тру-ля-ля, я сделал это. Я доехал с дома до Висмара. Не знаю ли я еще буду когда-либо это делать, потому что вдоль моря ездить не рекомендую. Здесь очень ветрено и холмисто. Лучше ездить в сторону Шверина, в сторону материка. Там теплее, там меньше ветра и меньше чертовых гор. А вон он, завод деревянных панелей прессованных, висмарский. Я работал на нем неделю, по-моему, ездил со Шверина в Висмар на машине, которую мне дала Цайт-фирма, предоставила любезно. И я ездил и работал на этой чертовой фабрике. Знаете, что я там делал? С утра до вечера подметал территорию. Ага. Это было лет 10 назад. 9. Работал в шверинской Цайт-фирме. И вот вы вдумайтесь только во всю комичность и дебилизмость ситуации. Мне выделили машинку старую такую, то есть лично мне одному, чтобы я ездил на работу. И Цайт-фирмы, они бросают неделю здесь, неделю там, месяц тут, полгода там. И вот они мне такие, надо типа в Висмаре поработать. До Висмара от Шверина 35 километров, туда-обратно 70 километров.
И такой я, значит, езжу. И что я делаю в Висмаре? Заметаю территорию. Пиздец, у вас что, своих этих уборщиков или не уборщиков? Я даже не был уборщиком, я просто был... куда пошлют. То есть в основном это какие-то конвейеры. Но если в данный момент у них работы не было, то тебе просто заметать. Типа, а что мне делать? Не знаю, заметай. Вот так вот было. То есть я вообще шарился, брал метлу где-то там между палетами, зашаривался и сидел в телефоне целыми днями. Но сидеть надо было вот целый день, божий, в этом. Вот. Это было что-то. То есть они платили за бензин, не зарплату. Ну вот большие предприятия, сайт-фирмы, у них все вот через жопу. Стоит галочка, что нужен человек, или когда-то там стояло полгода назад, и они его туда отправляют на автомате. Вот, казалось бы, в Германии такого дебилизма нету. Есть, с сайт-фирмами есть. И причем работникам сайт-фирмы, сама сайт-фирма получает больше, чем местные рабочие получают. То есть, например, если рабочий просто там какой-то получает 15 евро в час, просто скажем, например, минимально там, то сайт-фирмы платят 25 евро, чтобы 15 рабочему заплатить и 10 еще сайт-фирм. То есть это деньги просто на ветер абсолютно. Ну, какая-то им там есть, какие-то налоги списываются, какая-то у них есть заинтересованность платить еще больше, чем своим там найти кому-то, чтобы им кто-то заметал за 15 евро. Например, я говорю, тогда это было вообще 10 евро в час. В общем, дебилизм был еще тот. Это вот огромная фабрика еще с ГДРовских времен, я не знаю, она, по-моему, тогда была еще больше. Насколько сейчас мощности задействованы. Ну, она огромная, на ней делали такие прессованные деревянные плиты сюда. Сейчас я покажу, там, если буду проезжать сюда, свозят по морю. Или как, может даже не по морю, может по железной дороге. Дерево, и тут его в труху перемалывают и делают такие плиты прессованные для мебельные плиты, да. И для всего на свете это огромная фабрика. Вон уже дерево. И пахнет деревом за километр прямо. Обалдеть. Ох, я помню, времечко было. И я такой думаю, а в каком телефоне я тогда сидел? Тогда уже был у меня телефон. Но тогда не было интернета такого, как сейчас, что ты там можешь в YouTube видео смотреть, музыку слушать. Тогда все это было так, там в WhatsApp где-то кому-то что-то написать, с кем-то переписываться, и все, так, чтобы прямо там что-то смотреть. Ну, блин, я помню, это было смертельно скучно вообще. Даже не знаю, как описать. Вон там свежее дерево, старое дерево, всякое дерево, горы всякого дерева. И вот на этой фабрике делают эти плиты. Посмотрите. Не знаю, конечно же, как обычно, ни черта не видно на этом видео, на этой камере, когда она снимает. Весь масштаб этого всего, этих огромных фабрик. Меня это, конечно, вот это промышленные вот эти вот центры меня, конечно, очень впечатляют. Вот эти огромные заводы, огромные фабрики, бля. Муравейники эти. О, да. Я посмотрел, я уже проехал 101 километр, и до центра еще пару километров. Альте-Шведе я не собирался больше 200 километров ехать. Но как не заехать в центр города? Это вот, это как бы не зачет. Мне такие иногда персонажи встречаются, велосипедисты. У некоторых такое выражение лица, как будто это их не вот эта велопоездка сейчас, велотур, этот велопокатушка, это какой-то священный поход. Вот у них как будто, у них такое зверское выражение лица. У меня такое впечатление, что они ненавидят просто в этот момент всех и вся. Я не знаю, от чего это. Когда они меня конкретно видят, интересно, какое у меня лицо, когда я еду. Наверняка тоже такое зверское. Но это просто диву даешься прямо иногда. Это прямо такое что-то...
И ты думаешь, это у тебя такая реакция на меня? И мне кажется, сейчас вытащит какой-то меч из рюкзака и искромсает меня в соломку вот такую мелкую. Что у людей этих в голове? Не знаю. Я уже подъезжаю к центру. Аллилуйя, аллилуйя, вон уже центр, я его вижу в бинокль свой пиратский. Юху, и бутылка рома, 15 мертвецов на сундук с мертвецов. Негр такой думает, что он там снимает? Он такой посмотрел в сторону камеры и такой, а что там у нас? Все. Сейчас быстро отдыхаю в центре с этим, посмотрю там цены на эти ящики с рыбой, съем рыбы, если не сильно дорого будет, попью и поем спокойно, не идем по всей дороге прямо. Я здесь не ездил, здесь прямо вон какая-то двухсторонний велосипедный автобан, что-то здесь новое сделали здесь, я этого не видел, ничего себе. Шикарненько. Мне нравится. Вон такие разукрасили красиво стену туннеля. Прикольно. Не, Висмар классный город. Люблю Висмар. Маленькую ошибку. Я слишком мало воды впил. И я на автобусе не так быстро. И я на 105 километров выпил всего четверть 1,5-литровой бутылки, то есть где-то пол-литра, и это очень мало. И может меня в любой момент как жажда как настигнуть, я как начну хлебать эту воду. Вот он, рыбный маркет, рыбный базар, вот он. Сейчас я какую-то, наверное, булку, хотя не уверен, но, наверное, надо. И так, чтобы я сильно голодный был, так нет, просто... Традиция быть в Висмаре и не съесть рыбы — это мувитон, друзья. Так, сейчас я спешусь и посмотрим, что почем тут. Сначала надо попить воды. Здесь какой-то вот обычный этот фастфуд дурацкий. Хотя у них тоже булки все эти есть. А вон там две лодки, короче, бакфиш, булка с рыбой традиционная, 6,50 стоит. А под кисты вот ящик ассорти такой рыбы копченой, вон там, видите, белые такие пенопластовые ящики сзади лежат, 17 евро стоит. Раньше он стоил 10, ну блин, не так уж сильно подорожал. Там прямо такой мишунг был всегда, что мы половину еще выкидывали, столько съесть не могли. Почему-то здесь меньше людей за бакфиш, чем в той лодке. Сейчас я попробую сравнить, в чем разница. Я куплю бакфиш 6,50, но стоит не так уж и дорого. Не знаю, может салатик у них здесь, что ли? Не пойму, в чем разница. Беру бакфиш, не пойму, почему они одинаковые абсолютно, что здесь, что в той лодке, только в той очередь стоит, а здесь никого нет. И danke. Все, пошел я вон там вот в уединенное местечко, насколько это возможно, есть свой бакфиш, друзья.
салфетку с майонезом. А они здесь опасные кататься. Там тут с рук прямо выхватить. И изувечить тебя. Все, друзья, сделано. Приехал в Висмар на велосипеде. Прямо дома. 100 с чем-то километров. Первый раз смотрел 101. Сейчас, наверное, 103, 105, не знаю. Какая-то мелкая правда. Кошу. Да, здесь. Рассиживаться долго в Висмаре я не буду. Такая сила, надо ехать обратно и по дороге уже делать какие-то, может, длительные остановки. Сейчас вот похожу по Хафену, поснимаю чуть-чуть. Найду наконец-то урну для этой салфетки, булки. Капец, ни одной урны, катастрофа. И поеду обратно. Традиции поздороваюсь с фабрикой ткацких ковриков всяких, которые я тоже работал от сайт фирмы, про которые я каждый раз рассказываю, когда приезжаю в Висмар, когда приезжаю на это место в Хафен. Вон там она, прямо в Хафене. Они коврики всякие ткут на таких ткацких машинах, там для BMW, там, короче, такие серьезные, прямо там всякие. Короче, так огромные такие машины и там в этом здании прямо. И они там ткут все в полуавтоматическом таком режиме для всякие технические ткани, всякую, не знаю, это было 10 лет назад. Я помню, сюда приехал, жутко насквозь больной, с таким кашлем сумасшедшим вообще. Это был какой-то ноябрь. Это было жутко депрессивное время. И это у меня запечатлелось. Я каждый раз, когда сюда приезжаю, вспоминаю эти времена и вспоминаю, насколько все может быть реально хуже, насколько может быть все плохо. Я сейчас заново все это описывать не буду. Но это был просто одним емким словом пиздец. Вот яхта Беда здесь стоит, шхуна пиратская. Ее тоже надо обязательно снять всем, кто приезжает в Висмар. Что я, собственно говоря, друзья, и делаю специально для вас. Все для вас. На той стороне стоит вообще какая-то яхта навороченная. Ну и в Висмаре вообще относительно немного туристов. Ну, то есть туристы, ну, блин, не битком. Вот как-то в Ростоке их больше. Вот так-то яхта. Вот как я в Германию приехал 20 лет назад, вот с тех пор она здесь стоит. Ну, не с тех пор, она здесь еще стояла лет 300 до этого. Но я ее помню вот с тех пор самых. Вы будете смеяться, но я вообще ни хрена не устал. Вот просто ветер меня последние километры там просто с ума сводил. Но вот чисто физически я вообще не устал. Ну, я чуть-чуть ноги чувствую, чуть-чуть задницу. Ну, вот, минимально. Ну, 150 в легкую, 50 уже там через не могу. В общем, все, махбар.
удивлен. Вот что главное рано утром выехать, и вот что главное, вот что значит отпуск. Хотя это сегодня первый день. Вот еще парусник вот такой стоит, культурный, красивый, прямо весь свеженько покрашенный, как будто бы лакированный, залакированный. Все, там уже конец причала, там какой-то вон сухогруз стоит, прикольный. Можно, кстати, на скамейке, наверное, еще съесть бутерброд, что ли, или что нет. А у меня вообще там бутерброды с собой, с прекрасным видом, вот таким вот. Интернет оказался таким огромным целым кораблем, каким-то ледоколом. А это точно такой же был один в один катерок. Вот еще один. Я был прав, 105 километров получилось. Я совсем не собирался столько много проезжать. В сумме будет 210 километров. Это что это безумие. Я надеюсь, я еще здесь место пятерку находил. Мне уже эти
10 лишние километры, вот, километры вообще не нужны, они потом такими тяжелыми в конце будут. Ну, в общем, я еду домой, вот пока я еще свежий. Я подозрительно почему-то свежий, я не знаю, как это работает, но я становлюсь роботом. Я проехал 105 километров, мне вообще ни в одном глазу не торкануло. И где-то, ну, знаю, накроет сейчас скоро. Поэтому надо быстрее ехать домой. И да, и по дороге где-то остановиться там уже, полежать на какой-то скамеечке. И попить, поесть там от души. Конечно, горячих напитков не хватает. Я, наверное, уже буду варным, да, опять что-то кофеек выпью. Хотя это уже будет, наверное, часов сколько? Часов 6 вечера. В общем, в 7 часов получилось, я ехал сюда 105 километров. Очень медленно. Вместо 4:40, которые показывала навигация, 7 часов. А обратный путь может все 8 быть. Только надежда на ветер в спину, если он будет, тогда да. Тогда всем уложусь. И это я приеду домой часов в 10 вечера. Я выехал в 6 утра, а проснулся вообще в 4 утра. Я нормальный? Вот скажите мне. Пока Висмар. Поехал я домой. Сейчас запрыгнули на велосипед. После небольшой получасовой паузы все-таки Бог почувствовал, что что-то сегодня я ездил уже. Нормальную навигацию гугловскую, человеческую, потому что навигация от Комод — это полный отстой, полнейший отстой. Все, кто, блин, говорит: Комод, это классно, удобно, четко. Блядь, вы серьезно вообще? Ну это же, блин, отстой отстойный, блин. Во всем, просто начиная с этих каких-то микроскопических линий, которые, блин, стрелочек, которые просто без микроскопа не увидят, а тем, кто еще немножко подслеповат, да я их в очках даже не вижу, блин, просто наугад постоянно. Плюс эти штреки, которые, ну, каждые 100 метров, так, через 100 метров я не слышал ни разу, чтобы он сказал, там, про эти 5-10 километров, вот как Google, 7 километров, через 7 километров поверните. Там каждые 10 метров что-то происходит, причем она говорит: поверните направо, а график этот, карта показывает налево, и так всегда. И вообще, дурхенандер полностью. Вот она говорит одно, а показывает другое. И стрелка, вот этот путь идет не наверх, вот как бы по движению, как положено, как в Гугле. Вот эта жирная синяя линия. Поперек экрана, поперек куда-то. То вниз, то поперек, хуй просышь. Вообще, блин. И только как альтернативу, если ты Google видишь, что Google ведет тебя на какие-то автобаны, болота, тогда можно включать коротко, чтобы там разобраться, найти ближайшую какую-то, опять вернуться на велосипедную дорожку. Но как основная навигация, Комод вообще не годится. Вот прямо вердикт. И вы мне говорите хоть что. Все, еду, друзья. Сейчас надо налегать на воду больше. Не стал я покупать в магазинах воду, чтобы ее не тащить. Потому что я еще эту не допил. Собираюсь сейчас эту допить и в каком-то магазине купить 2 новые 1,5-литровые бутылки. Что-то колено правое, не сказать, что болит, но как-то я его чувствую. Нехорошо как-то, да? Вот это не надо. Вот такие новости. Блин, опять получится видео на 2 часа. Катастрофа. Что Висмар находится, лежит на какой-то горе, на вершине какой-то горы, абсолютно оправданно. Я сейчас еду просто на изи, куда-то вниз качу, уже километров 10 просто. Реально, я даже педали не кручу. Это же совсем другой расклад вот так ездить, да?
Gates. No? Come on, dive 5. Sehr schön. Яблоки, они здесь вдоль всей этой дорожки. Вот решил попробовать такие. Вот, решил попробовать, друзья. Так-то вон опять колесо обозрения вижу в Кюльсборне, Дорне. Это получается, что сейчас еще километров 5 я до него доеду, а там уже и каких-то несчастных 60 километров и я дома. Унгляубник. Нет, я не верю. Я думал, что я приеду в Вислер, я буду там валяться на скамейках, на полу, рыдать, помогите, заберите меня. Я очень сильно устал. А сейчас получается просто сел, поехал обратно с Висмара. И вот я уже снова в Кюльсборне. А там еще 20 километров Росток. А с Ростока до дома это уже вообще там пили-пали. 40 километров каких-то несчастных. Это что вообще? Что происходит? Я вообще не знаю. Я вот сейчас 200 проеду и потом мне не к чему больше стремиться. Я такой, я лягу в депрессии такой, все. Я велосипед закидываю. 200 я проехал, потому что я считал, что 200 это какая-то неподъемная цифра, неподъемное для меня расстояние. Столько я никогда не смогу. И тут я возьму и проеду 200 и такой, что дальше делать? Офигеть. Ну, походу на новом велосипеде на полтинник в следующем году, следующим летом до Шверина доехать и обратно. То есть 300 километров шафнуть уже будет следующим планом на новом велосипеде. И на 50 лет юбилей. Да, немножко я дурханадр. Ну что вам сказать, я 150 уже почти проехал. 145 или сколько. Я прекрасно себя чувствую. Я помню, я 150, когда в прошлые разы проезжал, я после сотки полтинник несчастный уже вымучивал-то через силу. А сейчас нифига он там пылюку херачит. Нормально. Вовремя, чувак. Так, все, угомонись. Камон. Сбор. Привет. Схожу в Lidl, прикуплю водички. Не Танька. Нашел шикарные места, где отдохнуть. Просто. Как вам вид?
Это же так называемый Ростоковский парадис. Оз рай. Да, это он. Сейчас я вот здесь сяду на вот этот вот бугорок грязный. Буду хавать свои бутерброды, друзья. Вот это вот моя техника, которая... Ту-ту-ту. Погнали. Кушать, пить и дальше. Туда, когда ехал, все такое, посмотрите, какая красота, посмотрите, какой восход, какое море, какое все, какой музей. Обратно. Я ем, я пью, я писаю, я отдыхаю. Уже все равно на эту всю красоту. Сколько я там проехал? 153. 600, короче, 50 километров. Боюсь я расслаблять булки, надо хотя бы еще 25 проехать, потом уже можно и расслабиться. Вот так уже ноги чувствительно уже так. Поехали, друзья. Время 5 часов без четверти. С 6 утра это уже 6, 5, 11 часов в пути. Пустил секретное оружие, сепультуру в наушники. И теперь я проехал 170 километров и все еще гоню. То есть у меня сейчас скорость средняя 25 километров после 170 километров. Берите допинг на вооружение. Группа Сепультура. Не убиваемый аппарат. 200 километров за раз. Я раньше в деревню ездил, когда маленький был. На поезд. У меня до деревни было 300 километров.
Я думал, 300 километров это просто вечность. 5 часов на поезде, и это было для меня очень далеко. А сейчас я понимаю, что я могу, в принципе, это на велосипеде проехать. Фердам ты шасси. Как все изменилось? На каком-то велосипеде. Или велосипеды, которые раньше были. Я же на них 5 километров нельзя было проехать, чтобы они не поломались. Чтобы что-то не отвалилось, не раскрутилось. Там куда-то на учебу или еще куда-то там выехать во двор покататься. А тут просто 200 километров. Офигеть, он в колеса прямо в пыли все. Брутально выглядит. Красавчик вот этот вот, просто вот монстр. Фердам ты шайси. Остановился помыться, в туалет сходить, попить воды. Руки надо брать обязательно, какие-то влажные салфетки, какой-то дезинфекционный сметель, ну, что-то, чтобы мыть руки, потому что у меня уже ручки липкие, просто это все липкое, грязное. Ты что-то ешь всю дорогу, потеешь, пыль. У меня вон было тут чуть-чуть дезинфекционный сметель, но он уже на исходе, там граммуля осталось, и он, ну как бы ты, это дезинфекция, но не мытье. Дезинфекция, то есть по-русски, но не мытье. Хоть что-то, но все равно руки уже липкие за целый день. В общем, надо в следующий раз обязательно какие-то влажные салфетки с собой брать. На фере, на пароме. Что-то чувак, который билеты проверяет. Даже не стал их у меня проверять. Просто такой, я ему типа показал билеты, он даже на них не смотрел, он так краем глаза такой, типа, хотя бы как-то махнул, вообще я такой стою, проходить или что. В общем, даже не проверяли толком. Можно показать что-то вчерашнее, утреннее я могу показать. Так, ну что, осталось, сейчас посмотрю, осталось немного. Километров, друзья, осталось, а проехало 175. Это что получается у нас? Короче, будет 204, так где-то. Я что-то думал, что 210. Ну ладно, тоже хорошо. Паром, где второй? Второй как будто где-то прячется. Я его утром тоже не видел, потом он вдруг откуда ни возьмись, раз такой, и поплыл в обратную, в другую сторону. Вот так. Вот там сидит капитан такой, навигирует все это дело вручную. Умылся, это вот эта вся соль, пот, он уже такой вот коркой покрылся вместе с пылью. Целый день ехать, и это уже прямо мерзкая липка. Ну что, друзья, финишная прямая, можно сказать. Сейчас через этот лес, там Грааль-Мюрица, от Грааль-Мюрица там уже просто 15 километров, и я дома. Сколько там получилось сейчас? Сейчас у нас, друзья, 179 600, короче, 180 километров. Сейчас главное объехать болото это, потому что Google любит вести именно в него. И, собственно говоря, дело в шляпе. Больше рассказывать тут особо нечего. Уже, посчитай, приехал. И, да. Поэтому, наверное, больше включений не будет. Сейчас разве что включение будет, я приду домой, возьму бутылочку пива и такой... Надо сейчас Ирусе сказать, чтобы она в холодильник поставила бутылочку. Да. Блин, прошло на изи вообще, в принципе. Ноги слегка болят, задница вообще не болит. Я не знаю, что это такое. Я превращаюсь в робота. Поздравляю. Ем через силу.
Еще один бутерброд домой привезу, верну обратно. Сладостей кулек, которые я взял, там все вообще домой приедут обратно. Прокатались 200 километров и домой придут. 2 конфеты я оттуда съел и все. Не знаю, особо аппетита-то и нету. Так, в принципе, сегодня сбалансированная еда получилась. Я не нажимал на эти энергетики дурацкие, колу, батончики, всю эту хуйню. Вот эти сосиски с магазина. Такие бутерброды с сыром. Булку с рыбой я купил, там она жирная была, с майонезиком. Там жирок был, набрал овощей, яиц. В общем, довольно-таки сбалансированное питание сегодня было. И меня хватило как бы надолго. Вот нельзя, эти вот быстрые углеводы, они дают всплеск и потом в провал в энергии. Лучше есть бутерброды с маслом и с сыром. И это будет полезнее, больше энергии, чем всю эту хуйню, вот это вот все эти батончики, энергетики, изотоники, изотопики. Это все шняга. Шляпа! Такой с перепугу сегодня утром набрал кулек, мешок сладостей, там конфет всяких разных. Все пососкребал. Мешок этот всех зайцев там шоколадных, вот таких вот 20-сантиметровых напихал там в этот. Вон они все в рюкзаке лежат. Нахер они нужны. Вот. Идеальный вариант. Хлеб, масло, сыр. Яйца вареные, досу. Сок, минералка, паприка. Все. Что-то жирное еще по дороге купить. И порядок. Легендарные железнодорожные пути, на которых меня один раз чуть поезд не переехал. Вот это вот тут лесной поезд мчится. Вот обратите внимание, нету ни шлагбаума, ничего. Просто там перегорожено, ну хочешь едь, хочешь не едь. И это как-то один раз тут, это посреди леса, надо понимать. Вот история тоже у меня запечатлелась надолго. И я такой как-то один раз тут ехал, уже вечерело. И я себе музыку слушаю, такой по этой дороге, через рельсы проношусь. Я думал, вообще это заброшенная ветка, и что никто здесь не ездит. И мне как начал сигналить поезд, прямо пассажирский поезд, ну региональный, он там из 3 вагонов, 4 состоит. И я такой, я уже проехал перед его носом, и он мне еще вдогонку там вот, я не знаю, метров 100, наверное, такой. Так что теперь надо быть здесь осторожным. Здесь тоже ездит поезд. Прикольно, да? Вот это история. 200! 200, черт побери! 200! 200! Я проехал 200 километров на чертовом велосипеде. 200! Все, гештальт закрыт. 200-километровый бревет. Гештальт с 200-километровым бреветом закрыт. Та-да! Та-та-да! Я уже почти дома, еще осталось километра 3, наверное. Это ж надо как вот тютелька в тютельку и еще пару километров сверху, чтобы вот наверняка. Офигеть. Ровно до центра Висмара и обратно до дома 203 километра. Я сейчас включил уже секретное оружие Böse Onkelz. Но надо сказать, отметить, что я еще по полтинник осилил. Вот реально, я в принципе особо-то не отдыхал. Я делал маленькие паузы, там попить, пописать, поесть, там по 15 минут, пару пауз.
Там, наверное, в Висмаре я полчаса пробыл максимум. И я полон. Ну, я не полон, конечно, сил, но... Собаки, думал, бегут за мной. Но я бы еще осилил. Что происходит? Я не волочусь, как в прошлые 150 километров. Еле там ноги волочил уже. Уже больше стоял, чем сидел на седле, потому что задница уже горела. Сейчас так хорошо прямо. Вот смотрите, птички тучами летают. Не знаю, видно, нет. Так периодически пристаю, конечно, но чтобы прямо там что-то критичное было с задницей или с ногами. Колено даже я больше не чувствую. Феррикт. Все, друзья, за всем буду прощаться. Сейчас еще, наверное, бутылочку пивка наверну, дабы отметить успех. И все. И эту страницу переворачиваю. Все, обнимаю. Мотивируйтесь и развивайтесь, друзья. Пока-пока. Говорю, я к тому за паузой, что я их толком-то не делал, что если бы я сейчас посидел, полежал, отдохнул полчасика, а уже сейчас, я бы еще полтинник осилил железно. За сотку не знаю, не скажу, но полтинник точно. И средняя скорость такая получилась прямо 17,4. Я думал, там вообще будет сейчас 10. Прямо для 200 километров 17,5 средняя скорость пойдет. Учитывая там, что я еще 30 километров под каким-то ветром сумасшедшим ехал. Фу, я доволен результатом. И это на МТБ. Все, запаковал я его. У нас тут целый гараж уже велосипеда. Весь в пыли. Капец, сумка в пыли. Хорошо, что я крылья взял. Там это все у меня... Я еще больше был бы в пыли. Крылья — это великолепно.